это видео найдет тебя само, потому что время пришло. Общий расклад Таро, потоковое чтение, гадание на картах Таро для мужчин и для женщин, на судьбу, на ситуацию, на ближайшее будущее, советы, подсказки, инсайты в прямом эфире. Это не прямой эфир, это запись, и совершенно неважно, когда вы нашли это видео, через год, может быть, через минуту после его публикации, может быть, и через много-много лет. Главное, что вы готовы получить советы, подсказки, инсайты на сейчас, на ближайшее будущее, и, возможно, связать то, что было, то, что есть, и то, что будет, воедино. Сегодня я хочу погадать для вас без каких-либо тем, просто что карты будут говорить, о чем важном они будут спешить вам сообщить, в то и будем углубиться. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, на свой бизнес, возможно, на свои дела, работу, отношения, мужчину, женщину, детей, родственников, на радости, на проблемы, и получайте важные послания. Начнем с того, что посмотрим, о чем вам важно знать прямо сейчас, что фонит в вашей ситуации, и у вас на первом месте какой-то есть, либо конфликт, препинание, или ссора, спор, разборки. Может быть, это даже внутренний конфликт ваших альтер-эго или контр-эго, так сказать. Но на первом месте у вас стоит конфликт. Он может быть даже еще и... в принципе, он может быть скрытый, да. Все-таки рак, что-то скрытое. Может быть конфликт внутри родственников. Может, двое мужчин конфликтуют. Может быть, например, вы как женщина, смотрите, у вас есть двое мужчин, и вы в внутреннем конфликте находитесь и не знаете, какого выбрать. Такое что же бывает? Бывает. То есть, по сути, на первом месте у вас конфликт. Хорошо. Спор, ссора, разборка. Ага, и у вас прямо конфликт, причем может быть такое, что вы его не ожидали. Это раз. Против вас могли ополчиться, это два. Против вас мог быть такой заговор, атака, в том числе магическая, если вы там чувствуете, мы все сферы смотрим, и, по сути, пытаются в этом конфликте нарушить ваши границы, нарушить ваши планы, и смешать, спутать ваши карты, так. Может быть, это заговор, бунт, мятеж, такое против вас ополчились. Дальше смотрим. И теперь вы, может быть, думаете очень много над этой ситуацией, есть много догадок, размышлений, предположений, теорий различных, а почему так? Может быть, вы пока что еще и не догадываетесь, что против вас кто-то что-то ополчился, бунт это ж против вас идет. Но у вас есть карта предположений. Может быть, вы не понимаете, откуда у вас этот конфликт взялся. Или откуда у вас будет этот конфликт. Вы о нем еще пока не предполагаете, То есть мы пока можем, точнее, вы можете строить какие-то теории, о том, что может быть проблема, с конфликтом связана, или с тем, что против вас кто-то встанет. И почему она может быть, Какие конфликтные карты. Здесь еще выпадает карта 12, утраты, потери, То есть в результате этого вы можете потерять. Возможно, у вас есть такая ситуация жизненная, где идет конфликт, и вы не знаете, чем пожертвовать. И вы размышляете над этим. Здесь мы размышляем, чем пожертвовать.
То есть, или во что обойдется этот конфликт. Да, и может быть такая ситуация, что у вас он еще не начался, но вы предчувствуете и думаете, а чем в этой ситуации можно жертвовать, да, на какие жертвы нужно идти, да, и можно ли идти или нужно ли идти. Такой сложный сегодня расклад, не ванильный, да, не розовый. Значит, так, смотрите, у вас выпадает карта, ну, такого китча. Это кич, показуха, хвастовство, нарочитость какая-то, да, вот такая. Возможно, нужно что-то скрывать. Возможно. А возможно, наоборот, нужно будет что-то показывать. Ну, эта карта, она идет пока что фоном. Может быть, вам кто-то завидует. Может быть, не завидует. Может быть, просто вы на примете, да. Или просто попались на глаза кому-то. В общем, смотрите. Светиться в плане, ну, показывать что-то, да, или не показывать, будет иметь значение. Но как это будет проявляться, мы пока не знаем, да, то есть оно просто тут есть, этот китч, да, или хвастовство, или показуха, ну пусть будет, потом посмотрим, может быть, что-то пойдет. Ну и последнее, есть карта драма, ну а драма есть драма, да, то есть все, что вокруг вас в конечном итоге может явно или скрыто свалиться в серьезную драму, в потере, если вы хорошо не поразмыслите, да, или не взвесите, или не изучите вопрос, который может быть связан с конфликтом и с какими-то вторжениями в ваши границы, нарушением ваших правил. То есть тут сегодня больше будет такой месседж, который о чем-то предупреждает. И если вы готовы в него погрузиться, давайте опустимся на уровень ниже. Давайте посмотрим, чем может быть вызвана ссора. Чем может быть вызвана ссора или кем может быть вызвана ссора. Ссора может быть вызвана финансовым вопросом, ссора может быть вызвана женщиной, ссора может быть вызвана покупкой или продажей, и ссора может быть внутри семьи. Особенно это связано с женщиной и актуально для женщин знаков зодиака. Господи, Козерог, Дева и Телец. Из-за денег, скорее всего, женщины и хозяйство. Хорошо. Кто или что будет идти против вас, бунтовать? Ну, здесь кто угодно, но это кто-то высокий, важный человек. Человек гордый, с гордыней, это всегда, скорее всего, это мужчина может против вас пойти, потому что башня – это мужской символ. Но против вас пойдут где именно, да? Где именно? Особенно в карьере могут пойти против вас. Там, где будет замешано много денег, достаточно много, и могут нарушить ваши планы по поводу финансового распределения или достижения, или пересчитывания финансового. Вот просто надо вам, быть максимально внимательными в этих аспектах. Какие гипотезы могут быть здесь? Ваши домыслы, ваши размышления, они какие? Об этом всем процессе. Они глубинные, особенно если женщина, да, то есть вы глубоко
размышляете, это очень глубоко, это глубокая карта, и она, правильная, качественная в этом аспекте, в этом контексте. Правильные ли вы ваши домыслы? Верны ли ваши домыслы, фантазии? Больше домыслы, не фантазии. Да, скорее верны. Ваши ли они? Да. Касаются ли они вас? Да, скорее всего, да. 3 часа дня загадываете желание. Особенно, если это касается семьи. И если это касается того, что вы бережете, о чем вы заботитесь, то чего бы вы не хотели разрушить, потерять или чтобы у вас это было отнято, да, не по вашей воле. Давайте посмотрим. Вот эта вот утрата, она здесь как потеря или как жертва. На какие потери и жертвы, возможно, придется пойти. Мы пока не можем сказать. Это будут тяжелые потери и нелегкие жертвы, но они даны вам судьбою. То есть вам придется это пройти. Это вас не уничтожит. Это вас не уничтожит, но не сделает вашу жизнь более легкой. Вам нужно пройти это испытание. Здесь карта такая говорит, на какие бы вы потери ни пошли, на какие бы вы жертвы, с какими бы вы жертвами не согласились, вы это выдержите, но вам это по судьбе. Вот так. Хорошо. Вам нужно это показывать или нужно прятать? Вот это вы понимаете, о чем я говорю. Вам это нужно показывать или прятать? Вы на карты смотрите, и вы поймете, о чем я говорю. Вам это нужно делать так, чтобы, скорее всего, это было ясно. Скорее всего, вам можно и нужно это показывать, но если и показывать, то очень аккуратно, как-то под защитой. Карта ясная, карта открытая, поэтому показывать или прятать, да, показывайте. Потому что здесь хвастовство, хвастаться или промолчать. Скорее всего, лучше проговорить и похвастаться, да, показать, нежели смолчать. Что за драма может развернуться в ближайшее время? Что за драма? Здесь мечи. Мечи. Это драма правосудия прежде всего. То есть это драма, связанная с судом, обсуждениями. Эта драма, возможно, связана со справедливостью, и, может быть, она будет и справедливой. Эта драма, то есть, потому что такая справедливость. То есть, почему драма, да? Или что за драма? Да потому что так справедливо, да, вот попадает и все. Но эта драма также может быть связана с тем, что будет резаться или отсекаться, поэтому хорошо продумайте все действия, связанные с резанием и отсеканием, в том числе и операциями, которые могут быть запланированы на будущее. То есть здесь нужно хорошо взвесить, кто и что будет резать, и как, и кто, и что, и где, и как будет отсекать. То есть это операции, да, отсечение. Хорошо, давайте теперь спросим. Вот этот конфликт из-за женщины, связанный с деньгами, покупками и так далее, хозяйством и так далее, как он будет проходить для вас? Конфликт принципиальный, и, скорее всего, он будет проходить по принципам того человека, который с вами конфликтует, а вам нужно придерживаться своих принципов. Но какими бы вы принципами не руководствовались, помните, что правда где-то посредине. То есть это принципиальный конфликт, и тот человек, который пойдет с вами на этот конфликт, он для него будет принципиален. А принципиален ли он будет для вас, покажет время и ситуация. Что может разрушиться, и что вы или чем вы рискуете в результате вот этого вот бунта, да?
в результате вот этого бунта вам будет все равно на какого-то конкретного человека. То есть будет конкретный человек, и после этого, того, что вы к нему как-то вот конкретно относились, вам будет все равно, как вы к нему теперь относитесь. Услышьте это, вот как оно вам ложится, прочувствуйте. Хорошо. Ваши глубинные домыслы, догадки и ваша теория, да, какая-то, ваши размышления, они вроде бы правильные. О чем правильны ваши размышления? Ваши размышления правильные о том, что нужно действовать медленно, неторопливо, аккуратно и осторожно прежде всего. То есть ваши домыслы об осторожности, они точно верны. Испытание утратой. Что говорят по этому поводу карты? Испытание утратой может коснуться вашей пары. Или того человека, который, может быть, близок к вам, или вы хотите овладеть им, или он, этот человек, хочет овладеть вами. То есть вы хотите, скорее всего, владеть друг другом, и испытание утратой здесь будет достаточно такое сгибающее вас. Что именно можно и нужно показать? Показать можно, не только можно, а даже очень нужно выдержку, волю, силу, настойчивость, устойчивость и свою позицию. Юридическая, криминальная, справедливая драма. Как она будет разворачиваться, где, на каком этапе или, и вообще с чем она связана. Она будет, знаете, такая, как сложная шахматная партия, где вам придется решать много задач, искать много выходов, входов. То есть она вас очень сильно напряжет, к сожалению. Здесь, знаете, как вот любите вы в шахматы играть или не любите, неважно. Главное, что вам придется посидеть и поразмыслить, да, хорошо поразмыслить. Здесь размышления не просто так выпадают. Хорошо. Какие принципы помогут вам? Какие принципы вам помогут? Давайте посмотрим. Принципы, которые вам помогут. Здесь нужно и руководствоваться принципами поддержки. Если вам нужна помощь, то принцип «попроси помощи» сработает. Поддерживать можно и нужно более слабого. И принцип, возможно, поддержки и помощи детей. Чьи это дети, уже будет зависеть от ситуации. Также вам принципиально поддержать свои финансовые интересы, но при этом каким-то образом возможно учитывать и интерес человека, который, возможно, будет с вами в оппозиции. Это сторонний интерес, и его стоит здесь учесть. Хорошо. Если вам вдруг станет все равно по поводу какого-то человека, то почему так? Возможно, потому что вы, может быть, будете видеть счастье без него, или поймете, что с ним у вас не будет никакого счастья. Принцип осторожности. Что вам даст в конечном итоге? К чему он вас выведет? Принцип осторожности выводит вас к позитиву и, может быть, где-то какой-то ясности с ребенком,
со своей личностью. И, может быть, ясности где-то там, где вам этого просто не хватает. Эта карта, она всегда в дефиците, особенно зимой. Да? Поэтому принцип осторожности выводит вас к светлому будущему. И движение осторожное, оно у вас работает по принципу «тише едешь, дальше будешь». Вот так. Ну, здесь очень хороший семейный вопрос раскрывается и вопрос детей. Поэтому чем осторожнее вы в вопросе с детьми, и семьей, и своим счастьем, и прояснением какой-то ситуации, чем деликатнее, тем лучше. Хорошо. Если у вас намечается утрата или уже произошла утрата в партнерстве, то тогда вопрос, что ждет после этого? Будут ли новые партнерские отношения, если вы решите разорвать или ваши отношения разорвутся без вашего решения, да, вдруг? Тогда что? Ну, тогда здесь дрейф, и тогда я скажу так, если вдруг ваши отношения разорвутся, то со временем, скорее всего, у вас будут другие отношения. Здесь мужчина, женщина, ребенок. То есть жизнь на этом не закончится, и со временем, рано или поздно, что-то должно появиться. Ваша настойчивость, сила воли, ваши усилия и ваша позиция, она к чему приведет? То, что вы заняли. Она приведет к 13-му аркану, а это серьезные перемены. И так как вы жили раньше, вы уже не будете жить. Это приведет к трансформации вашей реальности. И, возможно, даже ваше мировоззрение поменяется. Сможете ли вы справиться с решением этой задачи? Там, где драма, и там, где правосудие, справедливая правосудная задача. Скорее всего, да. Почему? Потому что все-таки не даются никому испытания, которые тяжелее, да, тяжелее ноши, ничего нету, да, на самом деле. Поэтому, да, скорее всего, у вас это получится. Какую-то, может быть, ключевую роль займет мужчина. Почему здесь мужчина? Объясню. Вот она, эта карта мужская. Вот она, эта карта мужская. Очень сильная тоже, это движение огня. И вот он, огонь, движется. Да, здесь есть ребенок, но мужчина здесь доминирующий идет по вот этой карте. Поэтому, может быть, мужчина здесь имеет значение. Какие знаки зодиака здесь имеют значение? Особенно лев, скорпион и рыба. Лев, скорпион и рыба. Хорошо. Какой шанс идет в ваши руки, но, возможно, он уже был. То есть он может быть, ну, мы сейчас смотрим уже будущее больше, да, но в прошлом, то есть мы смотрим ваше будущее в прошлом, ну и мы смотрим шанс, который у вас уже был, и он, может быть, уже еще и будет. А про этот шанс спросите свою интуицию, то есть вы интуитивно знаете, какой вы шанс получаете. То есть поставьте на паузу, закройте глаза и интуитивно почувствуйте, какой шанс идет вам в руки. Но, подсказка, он у вас уже был. Хорошо. Возможно ли счастье в вашей жизни, счастье, если вы его вдруг потеряли, и вам теперь все равно, будет у вас счастье или нет? Да, но помните о том, что счастье нужно защищать, и счастье любит тишину. Вот здесь почему-то такой месседж. Да, если вы будете защищать этот вопрос, или подходить к нему более, як же знаєте, українською це плекати його, да, або більш ретельно та тендітно до свого щастя. Якщо ви будете відноситись, то тоді ваше щастя, воно буде у вас. Добре. А что карты вам говорят о детях?
Ваши дети преподнесут вам что-то новое. Возможно, если у вас есть дети, появятся внуки, если вы рассчитываете. Но здесь эта карта очень хорошая, и я скажу так, у ваших детей будут позитивные новости. То есть ваши дети вас позитивно порадуют. К чему идут ваши отношения в ближайшем будущем? Пока что мы не можем ответить на этот вопрос. Прямо выпадает секрет. Не надо вам об этом знать сейчас, что будет дальше в отношениях. Пробуйте разрулить вот то, что сейчас, да, или то, что недавно было, да. А как оно будет дальше, это поживем, увидим. Что очень сильно меняется в вашей жизни благодаря вашей воле, благодаря вашей решимости. Ну, во-первых, вы начинаете понимать себя, своего партнера. Вы выходите на какие-то переговоры, и они становятся успешными. Ну, то есть ваши переговоры, как минимум, или ваши обсуждения, и ход этих переговоров и обсуждений меняются и трансформируются в лучшую сторону. Что вы можете выиграть в ближайшем будущем и на каком поприще вы можете победить, одержать победу, успех? Так, а здесь влияние. И влияние здесь может быть совершенно разным. От влияния внешнего, какого-то физического на вас, вас, может быть, кто-то принуждает к чему-то, до влияния магического, энергетического. Может быть, это влияние ваших привычек, зависимостей и так далее. То есть вы победите какое-то влияние. Или одержите победу и найдете выход, это будет справедливо, хотя это будет достаточно драматично. Может быть, на каких-то этапах противостояния. Хорошо. Представьте себе, что у вас есть некий вопрос, который вы интуитивно чувствуете. Так вот, ваша интуиция по этому вопросу, она вас обманывает или нет? Вы скажете, что интуиция обычно не обманывает. Ну, обычно не обманывает. А вдруг, да? Обманывает ли вас интуиция? Карта говорит «да». Но эта карта говорит о том, что появляются перспективы. Смотрите, я скажу так. Что бы вам ни подсказывала интуиция, она все равно вам помогает открыть перспективу. Возможно, сейчас интуиция вас обманывает, но в перспективе ваша интуиция вас не подведет. Поэтому я скажу так. Как бы вы ни были, в каком бы вы внутреннем диалоге ни находились со своей интуицией, ваша интуиция вам даст возможность двигаться дальше и откроет перед вами возможности, горизонты, каналы, направления, пути, благодаря которым вы сможете, может быть, как-то восстановиться после какого-то потрясения, да, или найти тот укромный уголок счастья, где вам будет спокойно, и вы будете себя чувствовать защищенным или защищенной. Что нужно будет защищать в ближайшее время? Что именно? Защищать нужно будет любимого человека, любовь, отношения и здоровье. Также нужно будет защищать сближение. Если вы отправитесь куда-то в путешествие, но будьте внимательны и подготовьтесь к нему, может быть, застрахуйте свое движение вперед. Какие новости хотят подарить, преподнести вам близкие люди, о которых вы думаете в это мгновение? Представьте себе сейчас человека, о котором вы думаете, особенно если это дети или родители, и девятка мечей. Новости могут быть не только хорошие, но и проблемные, но новости о том, что есть ситуация, которую нужно решать, и чем быстрее, тем лучше. Карта проблемная, поэтому пусть не сбудется, но карта для чего-то выпала. Какие секреты хранят в себе ваши будущие отношения?
ваши будущие отношения так и не хотят открывать вам никаких секретов. Почему? Потому что выпадает рыба, и они говорят о том, что у тебя будут отношения, а вот какими они будут. Чем больше будешь пытаться погружаться в эту ситуацию, тем больше у тебя окружает проблем и молчания. Поэтому сейчас тебе о будущих отношениях, возможно, не надо углубляться и думать о них, да, 24/7. А на что тебе нужно сконцентрировать свое внимание? На чем? На своем материальном мире. Ну, например, поменять работу или увеличить финансовый канал. Или поменять что-то в бизнесе или изменить направление в бизнесе. То есть отношения сейчас стоят не на том месте, чтобы их переводить из разряда второстепенных в первостепенные. То есть у тебя первостепенные финансы, второстепенные отношения. С каким влиянием придется, или бороться, или справляться? С каким влиянием придется бороться, справляться? С влиянием страхов и влиянием привязок. Это карта привязок или, возможно, каких-то кармических узлов. Что приходит, что уходит, и чем сердце успокоится. Приходит в твою жизнь спонсор, возможность выбирать, возможность взять в долг или дать в долг. Тут уже будешь смотреть по ситуации, тебе что ближе, дать или взять. Ну и приходит регулировка финансового канала. Карта хорошая, и она как медленное течение золота в твоей жизни. А что является золотом в твоей жизни, можешь написать в комментарии. Что уходит из твоей жизни? Уходит безразличие. Поэтому на смену того, что тебе кто-то станет безразличен, возможно, появится человек, на которого ты сможешь обратить внимание. И что самое главное, этот человек сможет обратить внимание и на тебя. Чем сердце успокоится? Сердце успокоится решением вопроса в треугольнике, с работой, с деньгами, с самообразованием, с перспективами и возможностью реализовать свои перспективы, себя. Ну и, возможно, в коллективе, да? Ну и вам совет от высших сил. Карта о господстве или борьбе. Борись, прилагай усилия, не сдавайся и помни о десятке жезлов, что никому не дан тот крест, поднять который человек бы не мог би по своїй судьбі. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось, до зустрічі.